Урок 1. Модные находки. Привет, Анна. Вы видели те новые сумки на пояс, которые все носят в последнее время? Привет, Джон. Да. Сейчас они такие модные. Я подумывал о том, чтобы купить его сам. В самом деле, где вы планируете искать сумку на пояс? Я слышала, что в центре города появился новый бутик с отличным выбором аксессуаров. Возможно, я начну с этого. Звучит как хорошая идея. Я также видела в интернете несколько хороших поясных сумок. Возможно, вы тоже можете посетить разные веб-сайты. Отличное предложение. Я тоже обязательно займусь поиском в интернете. Есть ли у вас какие-либо рекомендации? Что ж, я слышала, что есть популярный интернет-магазин, специализирующийся на модных аксессуарах. У них есть широкий выбор вариантов. Кажется, я знаю, о чем вы говорите. У них всегда последние тенденции. Спасибо, что напомнили. Без проблем. Перед покупкой всегда полезно изучить разные варианты. Возможно, вы найдете что-то уникальное. Абсолютно. Мне не терпится увидеть, что я смогу найти. Кстати, есть ли у вас какие-нибудь советы по стилю поясной сумки? Определенно. Один из способов стилизовать поясную сумку — носить ее на груди, а не на талии. Это придает ей более современный и стильный вид. Отличный совет. Я буду иметь это в виду. Есть другие предложения. Другая идея — сочетать его с простым платьем или джинсами и футболкой. Пусть сумка на пояс станет эффектным украшением вашего наряда. Мне нравится эта идея. Это отличный способ добавить яркости или текстуры в простой наряд. Именно так. И не забудьте поэкспериментировать с разными способами его ношения. Вы также можете попробовать носить его как обычный ремень, если он достаточно длинный. Я никогда об этом не думала. Спасибо за предложение. Добро пожаловать! Уверена, вы останетесь в тренде на поясные сумки. Дайте мне знать, если найдете крутую. Подойдет. Спасибо за вашу помощь. Я очень рад начать поиски. Нет проблем. Удачных вам покупок и приятных покупок. Урок 2. Изучение неизвестного. Привет, Анна. Вы когда-нибудь оказывались в незнакомых местах? Как вы преодолели эти трудности? Привет. Да, я уже бывал в такой ситуации. Когда я нахожусь в незнакомых местах, я стараюсь собрать как можно больше информации. Это разумный подход. Как вы обычно собираете информацию? Один из способов — обратиться к местным жителям за рекомендациями. Они знают лучшие места и могут поделиться ценной информацией. Отличный совет. Общение с местными жителями поможет вам найти скрытые сокровища, которых, возможно, нет в туристических путеводителях. Абсолютно. Также полезно провести исследование в интернете, прежде чем посетить новое место. Я ищу блоги о путешествиях или веб-сайты, на которых можно найти полезную информацию. Исследования действительно играют ключевую роль. Мне также нравится читать туристические форумы
где люди делятся своим опытом и дают советы. Неплохая идея. Узнав об опыте попутчиков из первых уст, вы сможете лучше понять, чего ожидать. Еще одна проблема в незнакомых местах – языковый барьер. Как вы с этим справляетесь? Я стараюсь выучить несколько основных фраз на местном языке, таких как приветствия и простые просьбы. Это помогает мне общаться с местными жителями. Изучение базовых фраз – отличный способ сломать лед и проявить уважение к местной культуре. Я делаю то же самое, когда путешествую. Да, это очень важно. Люди ценят приложенные усилия, даже если вы не владеете языком в совершенстве. Совершенно верно. Я также считаю, что использование невербальной коммуникации, например, жестов и указаний, может быть весьма эффективным способом донесения вашего сообщения. Невербальное общение универсально. Это отличный запасной вариант, когда вы не можете подобрать нужные слова. Верно. Еще одна проблема – навигация по незнакомым транспортным системам. Как вы с этим справляетесь? Обычно я заранее изучаю варианты местного транспорта. Я проверяю карты, маршруты и все необходимые пропуска или билеты. Это хорошая стратегия. Я также считаю полезным обратиться за указаниями или помощью к сотрудникам транспортных узлов. Да, они обычно хорошо осведомлены и могут направить вас в правильном направлении. У меня есть положительный опыт применения такого подхода. Приятно это слышать. Преодолевать трудности в незнакомых местах может быть непросто, но это также возможность для личностного роста и открытий. Совершенно верно. Это выводит нас из зоны комфорта и позволяет учиться и адаптироваться в новых условиях. Это так. Все это часть приключения по исследованию неизвестного. Определенно. И с каждым преодолеваемым испытанием мы становимся более уверенными и способными путешественниками. Хорошо сказано. Спасибо, что поделились своими идеями и советами по навигации по незнакомым местам. Урок 3. Творчество в пивовар. Привет, Анна. Вы когда-нибудь экспериментировали с разными вкусами пива? Возможности безграничны. Привет. Да, я пробовал себя в пивоварении и попробовал несколько уникальных комбинаций. Я приготовила пирожные с цитрусовыми и шоколадными стаутами. Звучит завораживающе. Как вы смогли привнести эти ароматы в пиво? В процессе приготовления цитрусовых ипат я добавляла смесь цедры цитрусовых. Это придало пиву освежающий и пикантный вкус. Отличная идея. Ароматы цитрусовых могут придать традиционным ипат приятную изюминку. Как насчет шоколадных стаутов? Для шоколадных стаутов я использовала какао-крупку и ванильные бобы. Оно создало насыщенный бархатистый вкус, напоминающий темный шоколад. Ух ты, это, должно быть, было декадентское удовольствие. Вы сами придумали эти вкусовые сочетания. Да, я люблю экспериментировать и придумывать уникальные варианты. Все дело в том, чтобы найти дополнительные вкусы, которые хорошо сочетаются друг с другом. Я восхищаюсь твоим творчеством.
Есть ли другие сочетания вкусов, которые вы хотели бы попробовать в будущем? Определенно. Я подумываю поэкспериментировать с фруктовым пшеничным пивом, например, добавить ягоды или тропические фрукты для придания аромата пиву. Звучит восхитительно. Фруктовое пшеничное пиво идеально подходит для теплой погоды. Уверена, оно станет хитом. Надеюсь, что да. Пивоварение позволяет мне раскрыть свою страсть к вкусам и создать что-то поистине уникальное. Здорово, что вы нашли творческий подход в пивоварении. С какими трудностями вы столкнулись на этом пути? Одна из проблем, с которой я столкнулась, заключалась в достижении правильного баланса вкусов. Чтобы правильно подобрать пропорции, потребовалось время проб и ошибок. Найти этот баланс может быть непросто, но все это часть процесса обучения. Уверен, твоя настойчивость окупилась. Абсолютно. Это познавательный опыт, и каждая партия учит меня чему-то новому. Все дело в постоянном совершенствовании. Это отличный склад ума. Непрерывное совершенствование ведет к росту и еще более увлекательным экспериментам в области пивоварения. Спасибо. Я всегда ищу способы расширить свои знания и расширить границы вкуса. В этом и заключается дух. Ваша страсть к пивоварению вдохновляет. Уверен, многие начинающие пивовары хотели бы перенять ваш опыт. Надеюсь, что да. Я всегда рада поделиться своими знаниями и вдохновить других отправиться в свое путешествие по пивоварению. Твой энтузиазм заразителен. Продолжайте исследовать, экспериментировать и создавать фантастические творения. Урок 4. Собачьи связи. Привет, Анна. Приятно поболтать с другим владельцем собаки. Не могу не согласиться с этим. Всегда приятно встречаться с другими любителями собак. Привет. Безусловно, общение с другими владельцами собак – прекрасный опыт. Мгновенно возникает связь и общее понимание. Определенно. Это все равно, что иметь встроенный инструмент для начала разговора, куда бы вы ни пошли. Наши пушистые друзья объединяют людей. Они действительно верят. Будь то в парке или на прогулках, собаки создают возможности для общения и создания новых друзей. Я заметил, что владельцы собак часто делятся интересными историями. Были ли у вас незабываемые встречи? Да. Благодаря своей собаке я познакомился с людьми из всех слоев общества. Однажды я встретил астронавта на пенсии в парке для собак. Это невероятно. Это говорит о том, что собаки могут познакомить нас с людьми, с которыми в противном случае мы бы не встретились. Совершенно верно. Собаки объединяют людей независимо от возраста, рода занятий или происхождения. Это прекрасная вещь. Я полностью согласен с этим. Собаки умеют преодолевать барьеры и развивать чувство общности. Они действительно верят. И есть что-то особенное в общении с людьми, понимающими все радости и трудности владения собаками. Это как быть частью секретного клуба, где мы можем обмениваться советами, делиться историями и поддерживать друг друга. Именно так. Мы можем сопереживать опыту друг друга, будь то трудности с тренировками или забавные анекдоты.
Кстати, о дрессировке. Обнаружили ли вы какие-либо эффективные методы или ресурсы, которые помогли вам с вашей собакой? Определенно. Я считаю, что методы тренировок с позитивным подкреплением очень эффективны. Поощрение хорошего поведения сотворило чудеса с моим щенком. Отличный совет. Положительное подкрепление создает прочную связь между нами и нашими собаками и побуждает их учиться и расти. Совершенно верно. Это беспроигрышная ситуация, так как она укрепляет отношения и помогает сформировать их поведение в позитивном ключе. Не могу не согласиться с этим. Всегда приятно видеть, как наши собаки процветают и становятся хорошими компаньонами. Это действительно так. И самое приятное то, что обучение никогда не прекращается. Мы можем продолжать учить наших собак и учиться у них на протяжении всей их жизни. В этом прелесть владения собакой. Это путь постоянного роста и открытий как для нас, так и для наших пушистых друзей. Точно. Наши собаки преподают нам ценные уроки любви, терпения и важности жизни в настоящем моменте. Они действительно наши лучшие учителя. Я каждый день благодарна за радость и дружеские отношения, которые моя собака привносит в мою жизнь. Я чувствую то же самое. Собаки могут обогатить нашу жизнь и сделать каждый день ярче. Хорошо сказано. Наша общая любовь к собакам объединила нас в этом разговоре. Было приятно пообщаться с вами. Точно так же. Спасибо, что поделились своими идеями и опытом. Давайте продолжим праздновать чудесный мир собак. Совершенно верно. Вот вам невероятная связь между людьми и их четвероногими компаньонами. Гав-гав. Урок 5. Побег из побережья. Привет, Анна. Разве шум волн не так успокаивает? Ты часто сюда приходишь? Привет. Да, я нахожу звук волн невероятно успокаивающим. Я стараюсь посещать пляж всякий раз, когда могу. Это прекрасное место для отдыха и общения с природой. Что привлекает вас на пляже? Пляж предлагает ощущение спокойствия и отдыха от шума и суеты повседневной жизни. Это спокойный отдых. Не могу не согласиться с этим. На пляже есть способ омолодить разум и тело. Есть ли у вас любимые пляжные развлечения? Мне нравится долго гулять по береговой линии, чувствовать песок под ногами и слушать ритмичный грохот волн. Звучит восхитительно. Прогулка по пляжу может стать медитативным опытом, позволяющим нам присутствовать в настоящем моменте. Совершенно верно. Это возможность отключиться от технологий и погрузиться в красоту природы. Вы когда-нибудь пробовали заниматься водными видами спорта или развлечениями на пляже? Да, я пробовал кататься на байдарках. Это фантастический способ исследовать побережье и взглянуть на океан с другой стороны. Звучит авантюрно. Я всегда хотела попробовать себя в падлбординге. Тебе было сложно. Поначалу было немного сложно, но с практикой стало легче. Балансировать на доске во время скольжения по воде было очень увлекательно. Это впечатляет.
Приятно выйти из зоны комфорта и попробовать новые впечатления. Совершенно верно. Пляж предлагает бесконечные возможности для приключений и пробовать что-то новое. Есть ли у вас какие-либо рекомендации для любителей пляжного отдыха, которые, возможно, приезжают сюда впервые? Я бы посоветовал взять с собой солнцезащитный крем, пляжное полотенце и много воды, чтобы избежать обезвоживания. Также рекомендуется заранее проверить погоду и состояние приливов и отливов. Отличный совет. Когда вы проводите время на пляже, безопасность и подготовленность имеют решающее значение. Определенно. Важно уважать силу океана и быть в курсе любых предупреждающих знаков или флагов. Совершенно верно. Отдыхая на пляже, мы всегда должны ставить во главу угла свою безопасность и безопасность других людей. И давайте не будем забывать о поддержании чистоты на пляже. Мы обязаны позаботиться о себе и не оставить следов. Вы абсолютно правы. Мы должны внести свой вклад в сохранение красоты пляжа для будущих поколений. Именно так. Заботясь о пляже, мы гарантируем, что он останется нетронутым и приятным местом для всех. Хорошо сказано. Спасибо, что поделились своей любовью к пляжу и своими впечатлениями. Было приятно обсудить это с вами. Урок 6. Эффективная коммуникация. Привет, Анна. Что ты думаешь об эффективной коммуникации, когда дело доходит до регулярного технического обслуживания? Привет. Эффективная коммуникация играет ключевую роль, особенно когда речь идет об обслуживании. Это позволяет всем быть на одной волне и понимать свои роли. Совершенно верно. Четкая коммуникация помогает предотвратить недоразумения и обеспечивает эффективное выполнение задач. Есть ли у вас какие-либо советы по эффективному взаимодействию во время технического обслуживания? Один из важных советов – составьте регулярный график выполнения задач по техническому обслуживанию. Это позволяет всем участникам планировать заранее и соответствующим образом распределять ресурсы. Отличное предложение. Наличие графика гарантирует, что мероприятия по техническому обслуживанию не будут упущены из виду или отложены на неопределенный срок. Еще один совет – поощряйте открытый диалог и активное слушание среди членов команды. Каждому должно быть удобно выражать свои идеи и опасения. Активное слушание очень важно. Это гарантирует, что мнение каждого будет услышано и поможет лучше решать проблемы и принимать решения. Совершенно верно. Важно создать безопасную и уважительную среду, в которой всем будет удобно делиться своими мыслями. Есть ли у вас другие предложения по эффективной коммуникации в контексте технического обслуживания? Да, важно предоставить четкие инструкции и требования по каждой задаче по техническому обслуживанию. Это помогает избежать путаницы и обеспечивает правильное выполнение работ. Четкие инструкции очень важны. Они содержат ясность и рекомендации, что позволяет повысить эффективность и результативность процедур обслуживания. Кроме того, использование наглядных пособий, таких как диаграммы или диаграммы, может улучшить понимание и облегчить общение. Наглядные пособия – отличные инструменты для передачи информации, особенно при выполнении сложных процедур технического обслуживания. Наконец,
Регулярная обратная связь и оценка важны для оценки эффективности процессов обслуживания и внесения необходимых улучшений. Обратная связь позволяет нам постоянно улучшать и совершенствовать методы технического обслуживания, обеспечивая их эффективность и действенность. Именно так. Поощряя постоянную обратную связь, мы создаем культуру постоянного совершенствования и обучения. Все это отличные рекомендации по эффективному взаимодействию во время технического обслуживания. Спасибо, что поделились своими мыслями. Добро пожаловать! Эффективная коммуникация необходима при любом техническом обслуживании, и я рад, что у нас была возможность обсудить этот вопрос. Совершенно верно. Всегда полезно обмениваться идеями и учиться друг у друга. Есть ли у вас какие-либо последние мысли или предложения? И последнее предложение – создать атмосферу поддержки и сотрудничества в команде. Когда все чувствуют, что их ценят и уважают, общение проходит более гладко. Отличное замечание. Позитивная динамика команды способствует эффективному взаимодействию и улучшению результатов технического обслуживания. Определенно. Внедряя эти коммуникационные стратегии, мы можем обеспечить эффективное выполнение задач по техническому обслуживанию с минимальными перебоями. Хорошо сказано. Спасибо, что поделились своей мудростью и предложениями. Давайте продолжим уделять приоритетное внимание эффективной коммуникации в наших усилиях по техническому обслуживанию. Урок 7. Полетный искатель. Привет, Анна. Я помогал тебе с планами путешествий. Я нашла несколько рейсов, соответствующих вашим предпочтениям. Есть один с пересадкой в... Привет. Это здорово. Остановившись в пути, вы сможете познакомиться с новым городом или просто отдохнуть в аэропорту, где останавливается этот рейс. Останка находится в Дубае. Это оживленный город с потрясающей архитектурой и множеством достопримечательностей. Дубай звучит завораживающе. Как долго длится остановка в пути? Остановиться можно примерно на 6 часов. У вас должно быть достаточно времени, чтобы выйти на улицу и ощутить вкус Дубая. Звучит превосходно. Я всегда хотела побывать в Дубае, и эта остановка кажется отличным шансом познакомиться с городом. Я рада, что вы рады этой возможности. Дубай известен своими впечатляющими небоскребами, роскошными торговыми центрами и культурными достопримечательностями. Есть ли какие-либо конкретные достопримечательности или достопримечательности, которые вы рекомендуете посетить во время остановки? Обязательно посетите небоскреб Бурдж-Халифа. Это самое высокое здание в мире, откуда открывается захватывающий вид на город. Звучит невероятно. Мне бы очень хотелось увидеть город с такой высоты. Есть ли другие примечательные места, которые стоит посетить? Торговый центр Дубай-Маул – еще одно популярное место. Это не только рай для любителей шопинга, но и такие достопримечательности, как Дубайский аквариум и подводный зоопарк. Похоже, это отличное место для прогулок. Мне нравится ходить по магазинам, и я уверена, что посещение аквариума доставит мне незабываемые Совершенно впечатления. верно. В аквариуме обитает множество морских обитателей, включая акул и скатов. Это уникальная возможность поближе познакомиться с этими удивительными существами. Я определенно добавлю в свой список торговый центр Дубай Маул и аквариум.
Есть ли у вас другие рекомендации? Если вы хотите познакомиться с местной культурой, стоит посетить музей Дубая в форте Аль-Фахиде. Звучит интригующе. Мне всегда нравится изучать историю и наследие мест, которые я посещаю. Музей Дубая знакомит с прошлым города и представляет традиционные артефакты и экспонаты. Я тоже постараюсь выделить на это время. Важно сбалансированно воспринимать как современные, так и традиционные аспекты Дубая. Совершенно верно. Дубай– это уникальное сочетание традиций и инноваций, а знакомство с обеими сторонами обогатит ваш отдых. Спасибо за все рекомендации. Я с нетерпением жду этой остановки и знакомства с Дубаем. Добро пожаловать! Я рад, что смог помочь вам с планами путешествий. Проведите фантастическое время в Дубае. Спасибо. Я ценю вашу помощь. Я воспользуюсь этой остановкой по максимуму и наслажусь всем, что может предложить Дубай. Безопасные путешествия. Надеюсь, вы оставите незабываемые впечатления в Дубае. И, пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится дополнительная помощь. Урок 8. Комплексное предложение. Привет, Анна. Я пересматривал план управления проектом и думаю, что нам следует рассмотреть один аспект. Привет. Это здорово. Очень важно иметь комплексный план, включающий все необходимые элементы. Как вы думаете, на каком аспекте нам следует сосредоточиться? Я считаю, что нам следует рассмотреть возможность включения в план стратегии управления рисками. Для обеспечения успеха проекта важно выявлять и минимизировать потенциальные риски. Совершенно верно. Управление рисками имеет решающее значение для минимизации неопределенностей и предотвращения любых сбоев. Как вы предлагаете нам подойти к этому? Я подготовлю комплексное предложение с изложением шагов, которые мы можем предпринять для реализации эффективной стратегии управления рисками. Сюда войдут методы идентификации, оценки и снижения рисков. Похоже, это хороший план. Важно активно выявлять и устранять риски до их эскалации. Какие ключевые элементы вы включите в предложение? В предложении я опишу процесс идентификации рисков, включающий мозговой штурм и анализ исторических данных. Это поможет нам определить потенциальные риски, которые могут возникнуть в ходе проекта. Отличный подход. Вовлекая команду в процесс идентификации рисков, мы можем воспользоваться их разнообразными взглядами и опытом. Совершенно верно. Важно коллективно понимать потенциальные риски и их влияние на проект. После идентификации мы оценим вероятность и потенциальное влияние каждого риска. Оценка рисков позволяет нам правильно расставлять приоритеты и распределять ресурсы. Это позволяет нам сосредоточиться на снижении рисков с наибольшим потенциальным воздействием. Именно так. Как только мы определим и оценим риски, мы разработаем стратегии снижения каждого из них. Это может быть связано с планами действий в чрезвычайных ситуациях, альтернативными подходами или дополнительными ресурсами. Стратегии смягчения последствий имеют решающее значение для минимизации влияния рисков на цели проекта. Важно иметь хорошо продуманный план. Кроме того,
Предложение будет включать механизм мониторинга и контроля. Это поможет нам отслеживать выявленные риски на протяжении всего жизненного цикла проекта и при необходимости принимать необходимые меры. Непрерывный мониторинг позволяет нам продолжать активно управлять рисками и адаптировать наши стратегии в случае возникновения новых рисков или развития существующих рисков. Совершенно верно. Внедряя эти методы управления рисками, мы можем повысить шансы на успех проекта и свести к минимуму возможные неудачи. Я рад, что мы рассматриваем управление рисками как часть нашего проектного плана. Это упреждающий подход, который принесет пользу всей команде и обеспечит более плавное выполнение проекта. Я согласен. Предвидя и устраняя риски, мы можем повысить устойчивость проекта и более эффективно достичь желаемых результатов. Спасибо за то, что вы взяли на себя инициативу по подготовке всеобъемлющего предложения. Я ценю ваш опыт и преданность делу обеспечения успеха проекта. Добро пожаловать! Я рад внести свой вклад в успех проекта. Я подготовлю предложение для рассмотрения к концу недели. Урок 9. Тенденции рынка. Привет, Анна. Вы слышали о последних тенденциях рынка? Привет. Да, я слежу за ними. Похоже, что на рынке происходят интересные изменения. О каких конкретных тенденциях вы говорите? Одна из важных тенденций, которую я заметил, это рост устойчивых продуктов и экологически чистых практик. Потребители все больше осознают свое воздействие на окружающую среду. Это действительно важная тенденция, которой нужно следовать. Экологичные продукты не только приносят пользу окружающей среде, но и находят отклик у потребителей, которые отдают предпочтение Совершенно этичному верно. потреблению. Компании, внедряющие принципы устойчивого развития в свою деловую практику, получают конкурентное преимущество и привлекают растущую клиентскую базу. Приятно видеть, как компании приспосабливают свои ценности к меняющимся требованиям потребителей. Есть ли другие заметные тенденции, которые вы заметили? Еще одна тенденция, о которой стоит упомянуть, это растущее внедрение искусственного интеллекта и автоматизации в различных отраслях. Это революционизирует методы работы предприятий. Искусственный интеллект и автоматизация могут оптимизировать процессы, повысить эффективность и улучшить процесс принятия решений. Приятно наблюдать за достижениями в этой области. В самом деле, технологии искусственного интеллекта, такие как машинное обучение и обработка естественного языка, интегрируются в сферы обслуживания клиентов, здравоохранения и даже транспорта. Применение искусственного интеллекта в разных областях впечатляет. Он может трансформировать отрасли и создавать новые возможности для бизнеса и частных лиц. Определенно. Для профессионалов важно быть в курсе этих тенденций и приобретать необходимые навыки для адаптации к меняющемуся рынку труда. Непрерывное обучение и повышение квалификации имеют решающее значение в современном быстро меняющемся мире. Очень важно осваивать новые технологии и приобретать навыки, которые останутся Наряду с востребованными. технологическими достижениями все большее внимание уделяется разнообразию и инклюзивности на рабочем месте. Компании признают ценность различных точек зрения. Разнообразие и инклюзивность способствуют инновациям, творчеству и производительности. Отрадно видеть, что организации активно работают над созданием более инклюзивной среды. Совершенно верно.
Внедряя разнообразие и создавая инклюзивную культуру, компании могут привлекать и удерживать лучшие таланты и повышать общую эффективность своей деятельности. Не могу не согласиться с этим. Инклюзивность должна быть приоритетом для каждой организации, поскольку она приносит пользу не только сотрудникам, но и способствует успеху компании. В самом деле, эти рыночные тенденции открывают возможности для роста и инноваций. Частным лицам и компаниям важно адаптироваться и использовать эти возможности. Адаптация к меняющимся тенденциям – ключ к сохранению актуальности и процветанию в современной динамичной деловой среде. Принять участие в этих преобразованиях – захватывающее время. Совершенно верно. Оставаясь в курсе событий и проявляя инициативу, мы можем ориентироваться в меняющемся рыночном ландшафте и принимать взвешенные решения для личного и профессионального роста. Спасибо, что обратили внимание на эти рыночные тенденции. Важно быть в курсе происходящих вокруг нас изменений и использовать их в своих интересах. Добро пожаловать! С вами всегда приятно обсуждать эти темы. Давайте будем продолжать быть в курсе событий и изучать возможности, предоставляемые этими тенденциями. Урок 10. Эффективный шопинг. Привет, Анна. Ты когда-нибудь пробовала составить список покупок перед тем, как пойти в продуктовый магазин? Привет. Да, мне полезно составить список покупок. Это помогает мне оставаться в порядке и позволяет мне ничего не забыть. Вы обычно составляете список? Нет, обычно я просто беру то, что мне нужно. Но я подумываю попробовать составить список покупок, чтобы узнать, сделает ли он мои покупки более эффективными. Составление списка покупок определенно поможет вам сэкономить время и избежать импульсивных покупок. У вас будет четкий план того, что вам нужно купить. Это правда. Я часто покупаю вещи, которые мне на самом деле не нужны, потому что я не планировал заранее. Как вы составляете список покупок? Я начинаю с инвентаризации вещей, которые у меня уже есть дома. Затем я составляю список вещей, которые мне нужно пополнить, и любых дополнительных предметов, которые я хочу приобрести. Это похоже на системный подход. Как определить, какие дополнительные товары включить в список? Обычно я думаю о предстоящих блюдах, рецептах, которые я хочу попробовать, или о любых особых случаях, требующих определенных ингредиентов. Это помогает мне планировать питание на неделю. Заблаговременное планирование питания звучит как отличная идея. Это избавит меня от покупок в последнюю минуту и обеспечит меня всем необходимым для приготовления пищи. Совершенно верно. Планируя заранее, вы также можете сделать более здоровый выбор и не покупать ненужные закуски или обработанные продукты. Я не думала об этом аспекте. Правда, не имея списка, я обычно беру все, что попадается мне на глаза, даже если это не самый полезный вариант. Составление списка поможет вам сосредоточиться на своих целях, будь то здоровое питание, соблюдение бюджета или сокращение пищевых отходов. В этом есть смысл. Я также мог бы сэкономить деньги, избегая импульсивных покупок и покупая только то, что необходимо. Определенно. Еще одно преимущество составления списка заключается в том, что он помогает более эффективно перемещаться по магазину. Вы можете группировать товары по разделам и следовать Это логическому хорошие маршруту. замечания. Мне часто приходится ходить туда и обратно между проходами, потому что я не спланировал свой торговый маршрут. Благодаря хорошо организованному списку вы можете быстрее перемещаться по магазину, экономя время и энергию.
Похоже, что составление списка покупок действительно может упростить весь процесс покупок. Я убежден, что попробую. Рада это слышать. Думаю, вам это пригодится. Не забывайте обновлять список по мере того, как у вас заканчиваются товары или вы обнаруживаете что-то новое, что вам нужно. Я обязательно учту это. Спасибо, что поделились со мной подходом к составлению списка покупок. Я ценю ваши идеи. Урок 11. Достопримечательности, которые стоит посетить. Привет, Анна. Я планирую поездку в новый город. Есть ли у вас какие-либо рекомендации по достопримечательностям, которые стоит посетить? Привет. Безусловно, есть так много замечательных достопримечательностей, которые вы не должны пропустить. Какие достопримечательности вас интересуют? Мне нравится исследовать исторические места, музеи и природные достопримечательности. Все, что предлагает уникальный культурный опыт, было бы замечательно. В таком случае вам обязательно стоит посетить исторический район города. Он полон хорошо сохранившихся зданий и позволяет заглянуть в прошлое города. Звучит увлекательно. Мне нравится изучать историю разных мест. Есть ли какие-нибудь конкретные достопримечательности или музеи, которые мне стоит посетить? Одна из знаковых достопримечательностей, которую нельзя пропустить, знаменитый городской собор. Он известен своей потрясающей архитектурой и историческим значением. Собор с богатой историей и прекрасной архитектурой, похоже, обязательно нужно посетить. Я обязательно добавлю его в свой список. Кроме того, в городе есть известный художественный музей, в котором представлена обширная коллекция классических и современных произведений искусства. Я большой поклонник искусства, поэтому посещение музея — это, безусловно, то, что я буду уделять приоритетное внимание. Спасибо за рекомендацию. Добро пожаловать! Еще одна достопримечательность, которую стоит посетить, это городской ботанический сад. Это безмятежный оазис с разнообразными видами растений. Ботанический сад кажется идеальным местом для отдыха и знакомства с природой. Я обязательно выделю для этого немного времени. Совершенно верно. Это спокойный отдых от шумного города и возможность воссоединиться с природой. Это именно то, что мне нужно во время поездки. А как насчет природных достопримечательностей или живописных мест в этом районе? С близлежащего холма открывается захватывающий вид на город. Отсюда открывается панорамный вид на горизонт, а во время заката она особенно красива. Ух ты! Наблюдать за закатом со смотровой площадки звучит волшебно. Я обязательно возьму с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть красоту. Это, безусловно, идеальное место для фотографий. Там у вас будет отличная возможность сфотографироваться. Я в восторге от всех этих достопримечательностей, о которых вы упомянули. Есть ли другие скрытые сокровища или местные достопримечательности, которые вы можете порекомендовать? Чтобы насладиться уникальными местными впечатлениями, вам стоит познакомиться с оживленной гастрономической сценой города. Здесь есть множество местных ресторанов и продавцов уличной еды, Попробовать местную которые кухню стоит всегда было попробовать. изюминкой моих поездок. Я обязательно отведаю блюда местной кухни и познакомлюсь с кулинарной сценой. Это отличная идея. Еда – отличный способ погрузиться в местную культуру и открыть для себя новые вкусы. Совершенно верно. Мне не терпится отправиться в это приключение и исследовать все эти невероятные достопримечательности. Спасибо за ваши рекомендации.
Добро пожаловать! Уверен, что вы прекрасно проведете время, прогуливаясь по городу и посещая эти достопримечательности, которые стоит посетить. Приятного вам Спасибо. путешествия! Я благодарна за ваше руководство. Я постараюсь извлечь максимум пользы из поездки и оставить незабываемые воспоминания. Я рада, что смогла помочь. Удачного путешествия! Безопасных путешествий и наслаждайтесь каждым моментом своего приключения. Я так и сделаю. Еще раз благодарю вас за ценные предложения. Я обязательно поделюсь своими впечатлениями, когда вернусь. Урок 12. Тенденции цифровой рекламы. Привет, Анна. Вы заметили какие-либо последние тенденции в области цифровой рекламы? Привет! Да, в последнее время в цифровой рекламе произошло несколько интересных событий. Одна из последних тенденций – маркетинг влияния. В наши дни маркетинг влияния, кажется, повсюду. Можете ли вы объяснить, что это такое и как оно работает? Конечно! Маркетинг влияния предполагает сотрудничество с популярными личностями в социальных сетях или создателями контента, у которых много подписчиков. Они рекламируют товары или услуги своей аудитории. Ах, понятно. Таким образом, компании используют влияние и охват этих личностей для продвижения своих брендов. Эффективна ли эта стратегия? Да, это может быть очень эффективно. Инфлюенсеры часто имеют лояльную и заинтересованную аудиторию, поэтому их рекомендации могут сильно повлиять на поведение потребителей. В этом есть смысл. Это как реклама из уст в уста в цифровую эпоху. Есть ли другие заметные тенденции? Еще одна тенденция – использование интерактивного контента в цифровой рекламе. Бренды создают увлекательные мероприятия, такие как викторины, опросы и интерактивные видеоролики, чтобы привлечь внимание пользователей. Интерактивный контент – отличный способ сделать рекламу более привлекательной и запоминающейся. Это добавляет аудитории элемент веселья и интерактивности. Именно так. Это не только привлекает внимание, но и поощряет активное участие, делая рекламу более приятной для пользователей. Я вижу, насколько это будет эффективно. Люди с большей вероятностью запомнят контент, который позволяет им общаться и принимать участие в этом процессе. Совершенно верно. Это создает двусторонний канал связи между брендом и аудиторией, способствуя более глубокой связи. Есть ли другие новые тенденции, которые изучают рекламодатели? Персонализация – еще один ключевой тренд в цифровой рекламе. Бренды используют данные и аналитику для показа персонализированной релевантной рекламы отдельным пользователям. Персонализация приобретает все большие значения в эпоху больших данных. Адаптация рекламы к конкретным интересам и демографическим показателям может повысить уровень вовлеченности и конверсии. Определенно. Предоставляя персонализированную рекламу, бренды могут создать более целенаправленный и персонализированный опыт для своей аудитории. Это правда. Все дело в том, чтобы донести нужное сообщение нужному человеку в нужное время. Это улучшает общий пользовательский интерфейс. Именно так. Рекламодатели также используют такие технологии, как искусственный интеллект и машинное обучение для оптимизации своих цифровых кампаний. Искусственный интеллект и машинное обучение могут революционизировать цифровую рекламу.
Они могут анализировать огромные объемы данных и проводить оптимизацию в реальном времени для достижения лучших результатов. Совершенно верно. Эти технологии могут помочь рекламодателям выявлять закономерности, прогнозировать поведение потребителей и оптимизировать размещение рекламы для достижения максимального эффекта. Удивительно, как технологии формируют рекламный ландшафт. Чтобы оставаться конкурентоспособными, рекламодатели должны быть в курсе этих тенденций. В самом деле, сфера цифровой рекламы постоянно меняется, и для эффективности компании необходимо быть в курсе последних тенденций. Спасибо, что поделились этими идеями. Теперь я лучше понимаю последние тенденции в цифровой рекламе. Урок 13. Основы защиты от солнца в путешествиях. Привет, Анна. Я планирую поездку в тропическое место. Какие-нибудь советы о том, что мне следует взять с собой? Привет. Звучит захватывающе. Поскольку это тропическое место, важно взять с собой все необходимое для защиты от солнца. Солнцезащитный крем – обязательный предмет. Конечно, я не хочу обгореть на солнце. Какой солнцезащитный крем SPF вы рекомендуете? Лучше всего использовать солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF не менее 30. Это обеспечит адекватную защиту как от лучей UVA, так и от UVB. Приятно знать. Я обязательно возьму с собой солнцезащитный крем с подходящим SPF, чтобы защитить кожу от вредного воздействия солнца. Это мудрое решение. Не забывайте обильно наносить солнцезащитный крем и наносить его повторно каждые несколько часов, особенно если вы много времени проводите на свежем воздухе. Подойдет. Есть ли другие средства защиты от солнца, которые мне следует рассмотреть? Широкополая шляпа – отличный аксессуар для защиты от солнца. Она помогает защитить лицо, шею и плечи от прямых солнечных лучей. Широкополая шляпа звучит как модный и практичный способ защитить себя. Я добавлю его в свой упаковочный лист. Кроме того, необходимы солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета. Они защищают глаза от вредных ультрафиолетовых лучей и снижают риск повреждения глаз. Я бы не хотела забыть солнцезащитные очки. Они не только защитят мои глаза, но и придадут стильный вид моей одежде. Спасибо, что напомнили. Добро пожаловать! Еще одно соображение – солнцезащитная одежда. Легкие рубашки и брюки с длинными рукавами из ткани, защищающие от ультрафиолета, могут стать хорошим выбором. Отличное предложение. Солнцезащитная одежда обеспечит дополнительный уровень защиты от солнечных лучей, особенно во время активного отдыха. Совершенно верно. Важно помнить о пребывании на солнце, особенно в тропических странах, где солнце может быть особенно интенсивным. Я также позабочусь о том, чтобы в жаркую погоду у меня было достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания. Очень важно пить много жидкости, особенно когда вы проводите время на свежем воздухе. Это умная идея. Предотвращение обезвоживания важно для общего самочувствия, особенно в теплом климате. Спасибо за все эти полезные советы. Теперь я лучше подготовлен к тропическим приключениям, защищая себя от солнца. Добро пожаловать! Всегда важно уделять приоритетное внимание защите от солнца, чтобы избежать дискомфорта или риска для здоровья. Удачного путешествия! Я так и сделаю.
Еще раз спасибо за рекомендации. Я с нетерпением жду прекрасных пляжей и солнечных дней. Я очень рада за тебя. Наслаждайтесь солнцем, песком и прекрасными впечатлениями. Безопасных путешествий! Спасибо. Я постараюсь извлечь из этого максимум пользы. По возвращении я поделюсь историями о своих путешествиях. Урок 14. Выбор завтрака. Привет, Анна. Я обычно завтракаю чуть позже. Какой твой любимый завтрак? Привет. Завтрак – мое любимое блюдо дня. Я люблю начинать утро с сытной миски овсяной каши со свежими фруктами и небольшим количеством меда. Звучит очень вкусно. Овсяная каша – отличный выбор для здорового и сытного завтрака. Для придания аромата я попробую добавить немного фруктов и меда. Это простой и полезный способ начать день. А как же ты? Какой у тебя любимый завтрак? Я фанат соленых завтраков. Мне нравится готовить яичницу с обжаренными овощами и гарниром из цельнозерновых тостов. Похоже на сытный и богатый белками завтрак. Добавление овощей в яйца – отличный способ добавить дополнительные питательные вещества. Совершенно верно. Это вкусный способ съесть овощи в начале дня. Есть ли у вас другие любимые завтраки? Да, еще один мой любимый тост – классический тост с авокадо. Мне нравится разминать спелый авокадо с цельнозерновым хлебом и посыпать его солью, перцем и небольшим количеством лимона. Тост с авокадо стал довольно популярным, и не зря. Это простой, но очень вкусный вариант. Как-нибудь мне придется попробовать. Это определенно стоит попробовать. Кремовая консистенция авокадо в сочетании с хрустящей корочкой тоста – выигрышная комбинация. Конечно, звучит именно так. Я всегда ищу новые идеи для завтрака, чтобы все перепутать. Есть ли другие блюда для завтрака, которые вам нравятся? Да, мне также нравится готовить чаши для смузи. Я смешиваю замороженные фрукты с йогуртом или растительным молоком и добавляю в них различные начинки, такие как мюсли, орехи и семена. Чаши для смузи не только освежают, но и настраивают на заказ. Вы можете проявить творческий подход к начинкам и добавить свои любимые фрукты и орехи. Верно. Это веселый и красочный способ сытного завтрака. Кроме того, это отличный вариант для тех, кто предпочитает легкие блюда по утрам. Я обязательно учту это. Звучит как отличный вариант, особенно в теплое время года. Спасибо, что поделились этими идеями для завтрака. Добро пожаловать! Завтрак – важный прием пищи, и всегда приятно иметь множество вариантов на выбор. Я рада, что смогла вдохновить вас. Я благодарна за это. Попробовав разные блюда для завтрака, я сделаю утро более приятным. Я расскажу вам, чем они обернутся. Пожалуйста, сделайте это. Мне бы очень хотелось услышать о ваших экспериментах с завтраком. А если вам нужно больше идей или рецептов, не стесняйтесь спрашивать. Я так и сделаю. Еще раз спасибо за предложение. Я с нетерпением жду возможности попробовать новые вкусы завтрака. Урок 15. Навигация по торговому центру. Привет, Анна.
Я в торговом центре и ищу конкретный магазин. Можете ли вы помочь мне с маршрутом? Привет. Конечно, я буду рад помочь. Какой магазин вы ищете? Я пытаюсь найти магазин электроники. Вы знаете, где он? Да, он расположен на нижнем этаже. Вы можете спуститься на эскалаторе, чтобы добраться туда. Отлично. Я подойду к эскалатору и спущусь на нижний уровень. Спасибо за указание. Добро пожаловать. Просто следуйте указателям, и вы легко найдете дорогу. Подойдет. Кстати, вы знаете, есть ли фудкорт и на нижнем этаже? Да, есть. Как только вы окажетесь на нижнем этаже, в фудкорте вы найдете множество ресторанов. Это удобно. Я могу перекусить после того, как закончу делать покупки. Я ценю информацию. Совсем без проблем. Приятного шопинга и еды. Вам еще в чем-то нужна помощь? На самом деле, я также ищу книжный магазин. Вы знаете, есть ли такой в этом торговом центре? Да, есть книжный магазин. Он находится на верхнем этаже. Вы можете подняться на эскалаторе или воспользоваться лифтом. Итак, книжный магазин находится на верхнем этаже. Я буду следить за тем, как поднимутся эскалатор или лифт. Спасибо, что сообщили мне об этом. Добро пожаловать! Если вам нужны более конкретные указания, вы всегда можете обратиться к одному из сотрудников торгового центра. Они будут рады помочь вам. Неплохая идея. Я попрошу о помощи, если не смогу найти дорогу. В таком большом торговом центре всегда приятно, когда тебя сопровождают. Совершенно верно. Крупные торговые центры могут быть переполнены, но при наличии небольших рекомендаций ориентироваться в них станет намного проще. Я полностью согласен. Еще раз спасибо за помощь. Теперь я чувствую себя увереннее, исследуя торговый центр и ищу то, что мне нужно. Я рада, что смогла вам помочь. Не забудьте насладиться покупками и отлично провести время, прогуливаясь по торговому центру. Я так и сделаю. Еще раз спасибо. Я дам вам знать, если у меня возникнут еще вопросы или я найду интересные магазины. Звучит великолепно. Мне не терпится узнать о ваших похождениях по магазинам. Береги себя. Спасибо. Я скоро с вами поговорю. Хорошего дня. Урок 16. Приоритизация задач. Привет, Анна. У меня сегодня так много задач. Как вы расставляете приоритеты в своих задачах и решаете их одну за другой? Это кажется ошеломляющим. Привет. Я понимаю, насколько это может быть ошеломляюще. Один из методов, который я использую, заключается в составлении списка дел и приоритизации задач в зависимости от их срочности Похоже, и важности. это хороший подход. Как определить, какие задачи являются срочными, а какие можно отложить? Я учитываю сроки выполнения и влияние каждой задачи на мои цели или проекты. Задачи с более сжатыми сроками или те, которые существенно влияют на мою работу, имеют более высокий приоритет. В этом есть смысл. Таким образом, вы расставляете приоритеты для задач,
исходя из сроков их выполнения и важности для эффективного достижения поставленных целей. Именно так. Сосредоточив внимание на том, что нужно сделать в первую очередь, я смогу работать более эффективно и не чувствовать себя перегруженным. Я вижу в этом пользу. Иногда мне сложно решить, с какой задачи начать, когда все они кажутся важными. Это может быть непросто, но еще одна полезная стратегия — разбить большие задачи на более мелкие и более управляемые. Таким образом, вы сможете решать их одну за другой. Отличное предложение. Разбивка задач на более мелкие шаги делает их менее сложными. Легче сосредоточиться на одном шаге за раз. Совершенно верно. Это также дает вам ощущение прогресса по мере выполнения каждой небольшой задачи, что может мотивировать вас. Я согласен. Видеть прогресс и отмечать выполненные задачи мотивирует. Это помогает сохранять концентрацию и мотивацию в течение дня. Кроме того, полезно выделять определенные временные интервалы для каждой задачи. Посвящая время работе над определенной задачей, вы создаете структуру и избегаете многозадачности. Это хорошие замечания. Многозадачность часто приводит к снижению производительности. Сосредоточение внимания на одной задаче за раз позволяет лучше сконцентрироваться и повысить качество работы. Определенно. Уделяя все внимание одной задаче, вы сможете выполнять ее более эффективно и добиваться лучших результатов. Я обязательно попробую эти стратегии. Разбивка задач на более мелкие этапы, расстановка приоритетов и выделение времени на выполнение каждой задачи помогут мне лучше справляться с рабочей нагрузкой. Рада это слышать. Уверен, что эти методы помогут вам оставаться организованными и эффективно достигать поставленных целей. Спасибо, что поделились этими ценными советами. Я ценю ваше руководство. Я расскажу вам, как все идет. Урок 17. Изучение туристических направлений. Привет, Анна. Я подумываю о том, чтобы спланировать отпуск. Звучит потрясающе. Как вы обычно находите информацию о туристических направлениях? Привет! Мне нравится исследовать туристические направления. Я часто начинаю с чтения блогов о путешествиях и просмотра туристических сайтов в поисках вдохновения. Отличная идея. Туристические блоги и веб-сайты могут предоставить ценную информацию и рекомендации. Как вы решаете, какие направления исследовать дальше? Я ищу направления, соответствующие моим интересам и предпочтениям. Например, если мне нравится природа и походы, я буду искать места, известные своими красивыми пейзажами и пешеходными тропами. Это разумный подход. Чтобы максимально использовать впечатления от путешествия, важно выбирать направления, соответствующие вашим интересам. Есть ли у вас другие источники, на которые вы полагаетесь? Да, мне также полезны такие социальные сети, как Instagram и Pinterest. Я слежу за туристическими аккаунтами и ищу конкретные хэштеги, связанные с интересующими меня направлениями. Отличный совет. Платформы социальных сетей — это сокровищница вдохновения для путешествий и реальных впечатлений, которыми делятся попутчики. Это визуальный способ открывать для себя новые места. Совершенно верно. Просмотр фотографий и чтение личных историй помогут вам лучше понять, что может предложить место назначения, и принять взвешенные решения. Я согласен. Всегда полезно узнать об опыте других людей.
Используете ли вы другие ресурсы? Еще один ресурс, который я считаю ценным, это туристические форумы и онлайн-сообщества. Я участвую в форумах, где путешественники делятся своими советами и рекомендациями, основанными на личном опыте. Это фантастическое предложение. Взаимодействие с попутчиками в онлайн-сообществах позволяет вам задавать конкретные вопросы и получать персонализированные рекомендации. Определенно. Это отличный способ пообщаться с единомышленниками и собрать инсайдерскую информацию об интересующих вас местах. Я обязательно изучу эти ресурсы при планировании отпуска. Мне не терпится открыть для себя новые направления и получить максимум удовольствия от поездки. Это замечательно. Уверена, вы найдете много вдохновения и полезной информации, чтобы спланировать незабываемый отпуск. Спасибо, что поделились этими ценными советами. Я ценю ваше руководство. Я с нетерпением жду начала этого приключения по планированию путешествий. Урок 18. Производительность и управление временем. Привет, Анна. Надеюсь, у тебя продуктивный день. Привет. Да, здесь было очень много людей. Доброе утро. Как насчет тебя? Удалось ли вам оставаться продуктивным? Доброе утро. Да, я изо всех сил стараюсь эффективно распоряжаться своим временем и оставаться продуктивным. Однако это не всегда просто. Есть ли у вас какие-либо стратегии для поддержания продуктивности? Абсолютно. Одна из стратегий, которую я считаю полезной, заключается в постановке четких целей на день. Я расставляю приоритеты в задачах и составляю список дел, чтобы оставаться организованным и Отличный сосредоточенным. подход. Постановка целей и составление списка дел помогут определить направление и избежать отвлекающих факторов. Как вы справляетесь с отвлекающими факторами, возникающими в течение дня? Когда возникают отвлекающие факторы, я стараюсь ограничить их влияние, практикуя блокировку времени. Я выделяю определенные промежутки времени для целенаправленной работы и минимизации перерывов. Блокировка времени звучит эффективно. Выделяя определенное время на целенаправленную работу, вы создаете структурированный распорядок дня и уменьшаете вероятность отвлечься. Именно так. Также важно регулярно делать перерывы для восстановления сил и поддержания работоспособности. Короткие перерывы действительно могут повысить концентрацию внимания и творческие способности. Я согласен. Перерывы крайне важны для поддержания производительности и предотвращения эмоционального выгорания. Приятно ненадолго отойти от дел и вернуться с новой точки зрения. Еще одна стратегия, которую я считаю полезной, это практика техники помодоро. Она включает в себя работу с фокусированными сериями по 25 минут с последующим коротким перерывом. Это помогает поддерживать концентрацию и производительность. Техника помодоро звучит интересно. Разделение работы на более мелкие и удобные для выполнения части с помощью целенаправленных интервалов и перерывов поможет сохранить темп и производительность. Совершенно верно. Это метод, который многие считают эффективным. Кроме того, приоритизация задач с учетом срочности и важности может помочь обеспечить выполнение важнейших задач в первую очередь. Это разумный подход. Приоритизация задач с учетом срочности и важности позволяет нам эффективно решать самые важные задачи и избегать ненужного стресса. Наконец, важно помнить, что производительность – это не просто достижение цели.
Речь также идет о заботе о себе. Уделение приоритетного внимания уходу за собой и поддержание здорового баланса между работой и личной жизнью способствует повышению Не производительности могу в не долгосрочной согласиться с этим. перспективе. Забота о нашем благополучии необходима для устойчивой производительности и общего счастья. Баланс между работой и личной жизнью имеет решающее значение. Совершенно верно. Все дело в том, чтобы найти это здоровое равновесие. Реализуя эти стратегии и принимая осознанные решения, мы можем максимизировать свою производительность и благополучие. Спасибо, что поделились этой ценной информацией. Я ценю ваши рекомендации. Я обязательно включу эти стратегии в свой распорядок дня. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Не забудьте проявить гибкость и найти то, что лучше всего подходит именно вам. Желаю вам дальнейшей продуктивности и успеха. Я буду иметь это в виду. Спасибо. Хорошего дня и давайте будем продуктивными. Поговорим с вами в ближайшее время.